Всем здорово, интернет, с вами Дориан Корнет. Как выглядит рабочее место ютубера, стримера, в общем, как выглядит мое рабочее место. Сегодня я вам расскажу о том, какие у меня девайсы, какой комп, как вообще выглядит мое рабочее место покажу, и вы узнаете вообще, что и как у меня происходит в момент создания видоса, где что расположено и так далее. Погнали! Оформление рабочего места — это довольно весело. Ты оформляешь себе рабочее место, потом ты за ним сидишь долгое время, и важно оформить его именно так, чтобы оно идеально под тебя подходило, чтобы место рабочее, которое ты для себя сделал, было лучшим. Удобное расположение мыши, чтобы ты удобно сидел, но не только рабочее место все решает, правильно? Если ты хочешь круто стримить, либо записывать круто видосики, посоветую тебе программу Streamlabs OBS. В программе для вас и ваших стримов или видео уже 1000 оформлений, и вам не нужно париться, все сделали за вас. В программе встроен чат, вы сможете его удобно читать, модерировать и настроить своего личного бота для чата. Также у них есть своя мощная система доната со своими функциями, но и с Donation Alerts они тоже, понятное дело, работают. В программе есть вся нужная статистика по стриму, удержание аудитории, лайки, зрителей и многое другое. Сама программа лагает на 25% меньше, чем OBS или XSplit, поэтому если комп не самый лучший, это ваш выбор. Ну и конечно там много других уникальных и крутых функций по сравнению с любой другой программой для стриминга и записи видео. Переходи по ссылке в описании, скачивай саму программу и изучай ее сам. Ну или, конечно, ты можешь глянуть мой полный обзор этой программы, а потом уже скачать ее. Также по ссылочке в описании. В общем, все в описании, прыгай туда. Итак, вот примерно таким образом выглядит мое рабочее место. Это вот подстакашка, довольно удобное место. На самом деле очень полезное. Эта вот подстакашка довольно важная штука, она очень удобная. Но на самом деле, пока не будем об этом говорить, мы пройдемся по всему, почему только можно. По мышке, по клаве, по компьютеру и вообще по всему, что здесь есть. И все названия и так далее я буду добавлять на монтаже, чтобы это было удобно. Собственно, самое первое, с чего начнем, это подстаканник. Довольно прикольная штука, потому что когда ты стримишь, когда ты занимаешься стримингом или там видосы записываешь, это довольно важно пить воду. Поэтому подстаканник решает многие проблемы. Собственно, начнем с чего? Это мой микрофон. Идет вот такой вот пантограф, собственно, мой микрофон. И что это у нас? Это у нас приятненький поп-фильтр. Микрофон, кстати говоря, Audio-Technica AT2020. Я поймал фокус, Audio-Technica, собственно, как и видите. Здесь у меня идет коробочка от Razer. Она пустая, потому что, я просто решил ее оставить, а сами наушники, они находятся немножко в другом месте. Но коробочка сасная, решил ее оставить. Здесь у меня находятся розеточки. Там воткнуто всякое, что только можно. Освещение, например, типа вот это вот синее прекрасное освещение. Начнем с чего? Да, это у меня такой значок Portal 2 подопытный месяца. Я его купил вместе с Portal 2, типа какое-то коллекционное, что ли, издание, типа того. Было это очень давно. Далее у меня идут две такие сасные фигурочки. Давайте так, чуваки, если вы узнали этих персонажей, кто у нас слева, кто у нас справа, пишите об этом в комментариях. То есть, если вы поняли, что за персонаж слева, что за персонаж справа, пишите об этом в комментарии. Типа, слева у нас там Евгений, справа Трахтенберг. Ну и, собственно, пишите, кто слева, кто справа, проверим ваши знания, скажем так. Далее у меня идут два моих телефона, две коробки от моих телефонов. Ну, на самом деле, они уже не совсем мои. Один из них я подарил своей мамане, потому что, родители, все дела. Далее у нас идут книжечки. Книжки — это довольно важная штука. Здесь у меня в основном психология. Это психология Пола Экмана, психология эмоций, психология лжи. Кстати говоря, по этой книжке есть прикольный сериал «Обмани меня», если лень читать, можете посмотреть. Далее у нас идет гитарочка. Гитарочка у меня, по-моему, фирмы Honor. Вот она, Honor. Она довольно прикольная, сасная гитарочка. Одна из самых дешевых, но в то же время довольно качественная. Я на ней поигрываю очень редко. Далее, сука, самая маленькая в мире отвертка. Я этой отверткой собирал этот стол. А этот стол рассчитан на сборку для двоих людей. И я в соло собирал этот стол этой отверткой. Кстати говоря, стол называется Фредди. Это у нас, собственно, икеевский столик прикольный. Но я задолбался это делать. Далее у меня идет, собственно, место, куда я закидываю ручки и так далее. Сейчас там особо вещей нету, потому что все в портфеле. Вот портфель, знаете, там учеба, все дела. Последний курс остался доучиться, поэтому все в моем портфеле. Это, собственно, XD Bobby Design, как-то так называется. Кстати говоря, место, где эти ручки хранятся, с наклейкой ESL. Довольно прикольно. Далее чехол для телефона, я сейчас на него снимаю, поэтому ничего особо по этому поводу не скажу, просто чехол прикольный. Далее идет, наверное, самая лучшая покупка в моей жизни, одна из самых лучших, по крайней мере. Это наушники от Apple, AirPods. Они, мать его, офигенные. Они настолько офигенные, что они сейчас стоят у меня на зарядке и подключены к моему компьютеру. Там у меня стоит Bluetooth адаптер, и поэтому я слушаю музыку сразу же на своем компе. Мне не нужны большие наушники, все сразу подключено к моему компу. Вот рейзеровские наушники, вот Plantronics, да, они у меня есть, некоторые из них поломанные, не очень хорошо работают, но тем не менее, на мой взгляд, это офигенно, когда ты можешь взять, одеть себе наушнички и ходить спокойно по хате, слушать музыку там и так далее, смотреть видосики. Далее идут мои часы, тут особо ничего не скажешь, просто вотчи.
ВКонтакте. Далее идет кнопочка за 100 тысяч подписчиков, нас уже в 4 раза больше. И вам, чуваки, огромное спасибо за 400 тысяч подписчиков и огромное спасибо за эту кнопочку. Я ее получил буквально-таки год или даже полтора назад. Я когда ее получал, я просто офигел. И у меня в ВК был об этом пост, поэтому кто на меня в ВК подписан, кто меня в ВК знает, уже видели эту кнопочку и не спрашивали у меня что да как. Далее у меня еще две фигурки. Это у нас кто? Правильно, напишите об этом в комменты. Короче, напишите в комментариях, что за персонажей вы здесь узнали. Далее у нас идет колоночка, на ней также всякие пины. Это у нас Fallout, Monster X, кто знает, тот в теме, и Watch Dogs. Далее, что у нас идет интересное, это у нас пасхалочка в виде яблочка наклеенного и видеокарта. Видеокарта EVGA 1080 Ti на 11 гигов видеопамяти. Да, это, мать твою, монстр, но я его не покупал. Мне его заслала компания Restream за то, что я сделал на них довольно топовый прикольный обзор. Им он понравился, они такие: лови видеокарту. Она без гарантии, без всякой фигни, тем не менее видеокарта реально топовая. Я ей пользуюсь по сей день и вряд ли когда-то поменяю, потому что зачем? Она реально все тянет, все, что сейчас надо, она тянет. Далее сверху у нас PlayStation 4, там монополия, но потом к этому перейдем. Здесь у меня мой старый микрофон, кстати говоря, Cat U37, Cat U39, не помню на самом деле, ну ладно. Микрофон довольно топовый, но он USB-шный, довольно дешевый, но звучит реально хорошо. Сзади же у меня коробка от аудиотехники 2020, которую я сейчас использую. Здесь у меня доска, можно на ней всякую фигню писать, я написал типа «Путь к 500к». Здесь у меня есть мел, можно что-нибудь накалякать. Здесь у меня геймпад беспроводной, довольно старый, не работающий, и VR-headset рублей за 500, на самом деле он довольно говёный. Здесь же у меня всякие диски с играми, наушнички, как вы видите, у меня их тут 3, это у меня PlayStation-овские, Plantronics и рейзеровские. Plantronics уже херово работают, поэтому они здесь, а для PlayStation наушники висят у меня в другом месте. Поэтому забьем на это, вот это все равно мой выбор. AirPods, сасные штучки. Далее идет остатки от Нового года, кто шарит, что это такое, тот молодец. Хотя, наверное, не совсем, ну ладно. Здесь, короче, у меня всякие коробки, чтобы было красиво, и плакат. Плакат, опять же, от видеокарты, что это за игра или не игра, я не шарю. Снизу у меня прикольная мягкая котейка. И вообще, в принципе, там у меня роутер, там у меня все к электричеству подключается. Много-много розеток нужно, господи, еще больше розеток, правильно? Прыгаем теперь за рабочее место. Я как будто бы сел за свое рабочее место. Что же здесь у меня вообще происходит? Во-первых, смотрите, у меня есть здесь монитор. И за монитором у меня две цепочки. С Ведьмаком цепочка и с Fallout'ом цепочка. Я их не ношу, но решил повесить, чтобы их там было чуть-чуть видно. И иногда посматривать, что такое, блин, прикольно. Там у меня синяя подсветочка проведена, она реально топовая. Кстати говоря, здесь у меня лампа. Лампа именно справа, не слева. Почему? Да потому что я левша. Если свет падает слева, то у меня образуется тень и писать неудобно. Что ж, начнем изучать, что у меня вокруг монитора. Первая и самая такая важная штучка — это PlayStation. PlayStation у меня подключен сразу к монитору. И, собственно, буквально таки нажав парочку кнопок на этом пульте, я могу переключить изображение именно на PlayStation и сразу же играть. Это очень удобно, это очень офигенно, поэтому все, что нужно, грубо говоря, здесь установлено. Далее у меня идет масочка, это масочка Off-White. Понятное дело, что это не оригинал, это у нас реплика, потому что отдавать 6К за маску, я же не совсем дурак, правильно? Далее у нас идут часы, собственно, те же самые часы, что и сверху, и чехол для этих часов. Ну и зарядочка, понятное дело, они на зарядке стоят. Далее беспроводная зарядка для телефона. Очень удобная вещь, я очень не люблю протягивать провода под зарядку, постоянно втыкать, вытыкать, а тут просто взял, положил телефон и все, он заряжается спокойно. Далее идет довольно такая прикольная, отчасти уникальная вещь, это открывашка Nuka-Cola. Keep calm and drink Nuka-Cola. Это у нас, собственно, Nuka-Cola из игры Fallout. Люблю Fallout, и вот такая вот штучка у меня появилась. Не помню уже откуда, но довольно прикольно, на самом деле. Пасхалочка такая на столе лежит. Далее идет моя аудиокарточка. Это аудиокарточка EST U22 XT. Она довольно прикольная, на ней всякие наклеечки, опять же, с цитатами из Игры Престолов, и она на самом деле довольно хорошо справляется со своей работой. У меня там проведен провод, вот провод, он проведен, бац, и он прямо к микрофону, собственно, и проведен. Все работает офигенно. Далее геймпад, но вы скажете, почему он синий и что он там делает, он же не подключен никуда, но, чуваки, настоящий геймпад, вот он прямо на ПК, он заряжается, подключен к компу. Поэтому это лишь второй геймпад, да, он синий, тем не менее, почему бы и нет, правильно? Итак, на самом деле здесь у меня второй монитор, парочку наклеечек, там мам купи, попродай, Apple, все дела. Далее продолжаем с мышки. Мышка Q-сайберская, довольно простая, но топовая, то есть она, понятное дело, там светится, ЛГБТ подсветка, все дела, но очень удобная мышка. Далее идет коврик большой эйстерский, главное, что опять же как можно больше площади покрывалось, чтобы и клавиатура на нем стояла, и мышка. Далее клавиатура. Клавиатура довольно простая, опять же это одна из самых дешевых механик, она от Bloody, от Affotech. И на самом деле в плане работы
рабочего места, то мне больше нечего сказать. Я обычно вот так вот опускаю микрофон, поп-фильтр настраиваю и начинаю говорить, типа: всем привет, чуваки, чё, как дела, чё вообще творите, это все нормально. И это очень удобный сет, и я именно так и записываю обычно видосы. Кстати говоря, чуваки, там сверху вебочка. Вебочка необычная, Logitech Brio, она одна из самых топовых веб-камер, и я хочу заниматься стримами. Если что, в описании к этому видео будет ссылочка на мой Twitch канал, но ничего не обещаю и не обещаю, когда будут именно стримы, но тем не менее, ссылочка на Twitch в описании. Далее опускаемся вниз, бас, тут мой компьютер, да, комп выглядит немножечко поюзанным. Это у нас, собственно, коробочка от DNS. Все, что тут осталось от DNS, на самом деле, это только коробка. Все внутренности я 100 раз менял, теперь там 1080 Ti, Ryzen 2 700X, 32 гигабайта оперативки и, в принципе, довольно мощная сборка. Для монтажа и для игр, в принципе, подойдет идеально. Это, на самом деле, одна из самых топовых сборок, в принципе. Мне не особо важны свистоперделки всякие, знаете, поэтому он довольно поюзанный, но тем не менее. Главное, что он работает идеально, в нем хороший продув и все, что можно в нем хорошо. Неважно, светится он, не светится, главное, чтобы он был функциональный и крутой. Я вообще обычно сижу за компом и типа не вижу, что там даже происходит внизу. И как-то без разницы, главное, что он работает прикольно. На самом деле, никогда не думал, что у меня будет такой приятный сет, что у меня будет такой комп, такие все штуки. Но это все благодаря вам, благодаря тому, что я делаю для вас видосы. Так что, чуваки, если вам было интересно посмотреть на мое рабочее место, я думаю, вам интересно и за моей жизнью понаблюдать тоже, наверное, правильно? Поэтому ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Я в инстаграме довольно редко, но тем не менее делаю посты и намного чаще делаю всякие сторис. Будет там хотя бы 5000 подписчиков, сделаем какой-нибудь конкурс на 5000 рублей. Будет довольно прикольно. Поэтому ссылочка на инсту в описании, сможете наблюдать за моей жизнью, за всякими тестами железок и так далее. Ну и в сторисах буду выкладывать всякое намного чаще, чем именно посты делать. Поэтому ссылка на инсту в описании. А если ты досмотрел видео до самого конца, оставляй комментарий, чувак. Я почитаю комментарии, выберу рандомный крутой комментарий и ставлю его в начало следующего видоса, как было стоп-комментария в начале этого видосика. Поэтому, если ты хочешь попасть в мое новое видео, оставляй комментарий, я выберу, может быть, именно твой коммент и ставлю его в новый видос. Не забывай поставить лайк на это видео, ведь если будет много лайков, будет больше крутых видосов, поэтому с тебя, Лукас, лайк, лайк, лайк. Не забывай скачивать Streamlabs OBS по ссылочке в описании, реально годная и топовая программа, которая многим спасет их стримы и сделает их лучше и качественнее. Слева прикольный видос, справа прикольный видос, а посередине кнопка для подписки на канал. Адьос.